Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Эспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапные события в вашей судьбе до конца мая. Давайте с вами узнаем, какие события, какие перемены идут на ваш порог, в вашу жизнь, о чем вы, возможно, не догадываетесь, а это случится совсем скоро. Итак, май месяц, что принесет, что вам ждать. На картах пасьянса давайте раскроем эту тему. И май у нас первый месяц, когда Уран в Близнецах. И эта трансформация, она затрагивает каждый знак зодиака. Но май у нас еще и удивителен тем, что явно какие-то выводы, может быть, когда мы рассматриваем разные варианты, на что-то соглашаемся, что-то мы можем как отметать, как ненужное. Почему это происходит? А потому что удивительный месяц еще за счет того, что у нас два полнолуния. И 1 мая первое полнолуние в Скорпионе и 31 полнолуние, которое находится в знаке зодиака, будет точнее в знаке зодиака Стрелец, не совсем простое время. А новолуние у нас будет 16 мая в знаке Телец. Это вот какая-то история, которую мы хотим для самих себя, ну, как-то сделать более надежной. Или это могут быть те вопросы, которые напрямую касаются вашего дома, благополучия, заработков, работы и планов на будущее. И у вас выпадает аркан, или точнее значение, соединяется маска. Маска – это всегда те персоны, которые о себе много не рассказывают. Или наоборот, транслируют что-то одно, а по факту мы получаем обратное. Конечно, карта тоже где-то говорит: держи маску за пазухой, не все однозначно. Есть, стала быть, какая-то тема, когда вам могут даже давать те советы, которые нам приятно слышать. И вроде бы мы этому доверяем. А по факту, да, вот как говорят, лучше такая жесткая правда, чем какая-то завуалированная ложь. Вот есть у вас и радость, но, может быть, то, что касается маски, вы можете, допустим, как прийти к выводу, что кто-то пытается манипулировать. Вот я такое могу допустить. Вы можете прийти к выводу, что какие-то ошибочные советы, а потому что приятно слышать, хочется доверять, а по факту мы потом сталкиваемся с другой реальностью. Поэтому на всякий случай будьте осторожны. Но радость идет в вашу жизнь, и посмотрите, открытый путь. Может быть, вы тут что-то и переиграете, или поймете, что, ну, просто жизнь, она такая неоднозначная, не всем нужно доверять. Какие-то метаморфозы могут быть. Видимо, май, такие энергии у месяца, потому что вы 12-й знак зодиака, да, и я уже сделала 11 видео, поверьте, очень у многих из знаков зодиака выпадает именно маска. Вот какой-то месяц переосмысления, но это так в целом, видимо, энергетически. Тем не менее, у вас победа, мои дорогие рыбы и рыбки. Стало быть, хитрый план вы разгадаете, а чуйка у вас отменная. Поэтому доверяйте себе. Особенно даже тогда, когда, ну, может быть, не получается что-то сложить в последовательную какую-то цепочку развития событий. Точно, мои дорогие. Самодоверие в хорошем смысле. Это не значит, что вот прямо оно будет на 100% так, как мы предполагаем. Но у вас сейчас в мае решаются некоторые как направления основные. Солнце, изобилие, процветание, символ ясности. Но и выбор, опять же, правильного направления, которое будет для нас ознаменовать как минимум период в 6-8 месяцев с заходом на 2027 год. И, может быть, это у вас решение вопросов по части места пребывания и одновременно личной жизни. Подкова. Подкова – символ семейного счастья. В первую очередь так и называется в пасьянсе. Но у нас сейчас с вами год огненной лошади. Раньше подкова была как символ удачи. Поэтому вот какая-то удача, тем не менее, присутствует. Но все так неоднородно, неоднозначно. И, видимо, прежде вы с чем-то определитесь. Выберите свой путь. Ключи – это ваши возможности. Вот этот волшебный ключ, он сейчас в ваших руках. Но как вы надумаете, отпереть или закрыть какую-то дверцу? Вот я вижу, что решаете именно вы. И коль маска опять же выпала, что-то не совсем однозначное. Поэтому какие-то параллели вы будете проводить. Но в конечном итоге вы это сделаете для собственных побед.
Смотрю, что у вас еще совпало, пока я с вами говорю. Мы можем в нашем пасьянсе соединять значения в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. И у вас еще совпадает, посмотрите, бокал. Это гости. Либо вы в гости, либо к вам гости, либо какая-то просто встреча, важный контакт, важный человек. Более того, кто-то из вас серьезно задумается. Очень всерьез задумается. Надеюсь, это видно. В нашем пасьянсе, когда совпадает ключ и дорога, дальняя поездка, куда-то, может быть, совершенно в другую местность, в ту страну, да, или в то место, где другой менталитет. Может быть, это не буквально понятно в мае, а когда вы всерьез примете такое решение. Или когда это может быть связано с человеком, который тоже очень издалека. Встреча какая-то очень важная. Может быть, и у кого-то знакомство, а может быть, это у кого-то личная жизнь, когда, ну, судьба развела, да, людей по разным континентам или на разные концы континента одного. И вы будете планировать для того, чтобы вот именно встретиться, что-то важное обсудить. Или, может быть, для себя, для кого-то, опять же, это может быть работа в новом месте, может быть, работа как релокация офиса, или когда вы и вы работу хотите поменять, может быть, в принципе, работа, связанная с командировками, я ведь тоже такого не исключаю. Но вы с этим как будто определяетесь в мае. Вы какое-то важное решение в своей жизни будете делать в мае. И это для вас означает солнце. Пока с вами опять же говорила, пересмотрела уже все, не вижу больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. И первая карта, первый вопрос. До конца мая что придет на ваш порог? Что нового возможно? Следующая карта. Важное событие до конца мая. Чем запомнится май? Что вас не оставит равнодушными? Ну и что прояснится? Давайте тоже узнаем, какой вопрос. Что для вас внезапно? Что для вас неожиданно? И возможность сама по себе информация или человек? Что изменит вашу жизнь? Что изменит ваши планы? И как карта совет? И к чему приготовиться, может быть, на последующий период с заходом на июнь месяц? Итак, до конца мая. Что нового идет на ваш порог? Какое-то препятствие вы будете устранять. С чем это связано? Гора всегда препятствие. Что-то вы тут захотите, мои дорогие рыбы и рыбки, осуществить. Карта выбора, да? Как будто лестница. Но вот половину мы прошли в заданном режиме, а вот дальше раздваивается дорога. Как будто две двери, в какую мы будем входить. И я это где-то уже сказала, потому что у вас ключ. Ключи в ваших руках. То есть закрытых дверей нет. Но вот выбор какой-то сложный. Причем такой выбор, который может быть и неравноценный. Или, по крайней мере, вам так кажется, хотя на самом деле равноценный. 22, две двойки, по сути дела. И то, что вы представляете в одном, может быть, свете, а по факту вы чего-то не видите. Давайте мы на колоде Таро дополним эти значения. С чем связан этот выбор, что нового идет на ваш порог. У кого-то ведь это задумка, может быть, вы когда-то пробовали, да, осуществить какой-то проект. Вот я, кстати, такого не исключаю, потому что два полнолуния – это все равно какая-то история из прошлого. Более того, конфигурация Сатурна в тех же градусах, которые где-то очень перекликаются с тем, что было на начало 26 года или даже на предыдущий период. И Сатурн был в вашем знаке зодиака долгое время. Поэтому тут что-то напоминает, особенно для вас из прошлого, так с элементом только новизны, хочется сказать. А вы какое-то известие получите. Или вы можете получить, знаете, какую-то бумагу, юридическую бумагу, документ, буквально какую-то корреспонденцию, или вас куда-то пригласят, или будет какая-то встреча с человеком, вы не собирались ни корреспонденцию получать, ни с человеком встречаться. Тут именно еще и карта скорости, факт, когда
в нашу жизнь врывается какая-то новость, и мы понимаем, что нет. Либо мы в чем-то замечтались, либо мы как-то однобоко представляли развитие событий, и именно это послужит триггером, когда вы понимаете, что вашу жизнь нужно сейчас, может быть, юридически привести в другой баланс. Вы от чего-то могли устать. Конечно, это может быть и усталость от работы, когда кто-то из вас надумает искать другую работу. А что это еще? Что нового? Вот посмотрите, тут какое-то дело, уже несколько карт нам говорят. Да, вот это триггер, причина, новость, человек. Это врывается буквально в вашу жизнь внезапно. Но вот то, о чем вы будете думать, скорее всего, это тот вопрос, который быстро не решишь. Кстати, многие из вас могут как раз и заняться вплотную этой темой, потому что вы очень реально будете видеть за и против. Ваши приоритеты, ваши преимущества и, может быть, ваши минусы. Что вы можете, что как вы в ресурсах осуществить, а что нет. И стало быть, вот то, что нет, вот эту половину, да, или половина решения вопроса, вы будете подходить, ну, с таких аккуратных своих действий, позиций. Возможно, кто-то будет оформлять документы или отправлять куда-то запросы. Возможно, вы будете узнавать что-то юридически. Кто-то отправится в юридические конторы, может быть, юристы, адвокаты. Кто-то будет, может быть, просчитывать, чем я буду заниматься в другой местности даже, да. Вот где-то я это говорила, но вы тут меняете как будто свое направление. Не случайно у вас Солнце. Конечно, у кого-то это может быть и через личную жизнь. Почему нет? Я это не исключаю. Но тогда это вопрос тот, который от вас потребует, но все же больше рациональных мыслей. Нет чувств как таковых. Здесь именно нужно что-то решить, устранить препятствие или обойти его, найти какой-то удобоваримый вариант. Давайте узнаем, чем запомнится май. Что или кто не оставит вас равнодушным. Правда, карта парка. Это карта, когда много общения, много контактов. Вот вас это равнодушным точно не оставит. А потому что нужно прояснить именно какую-то ситуацию. Ну вот мы где-то только говорили об этом. Что не оставит вас равнодушными? На самом деле какая-то новость, либо которая к вам приходит с человеком, либо конкретно получение, как в конверте какой-то корреспонденции, письма, может быть и официального документа. Ну давайте мы достанем теперь из карты колоды Таро. И обе колоды у нас в Чиро Маркете. Каково это важное событие? А ведь и правда связано с прошлым, когда вы что-то раньше не смогли осуществить, или, возможно, вы сами отказались, что-то поставили на паузу. Старший аркан. Вы не видели, как вы именно сможете взаимодействовать либо с кем-то, либо с чем-то. Возможно, у вас такая новость, которая касается вашего, может быть, и близкого человека, да, по королю Пентаклей иногда, ну, проходят как наши близкие, семья, родственники, далекие, может быть, родственники, да, или какой-то человек, который вам оказывал помощь. А вот здесь, вы знаете, вы можете действительно тут что-то переиграть. Или важное событие, чем запомнится май. Может быть, вот мы говорим, да, король Пентаклей, то есть это та персона, которая и вам могла помогать, вас поддерживать, а может быть, это был какой-то руководитель на работе ресурсный, и у вас с ним было взаимодействие. Но все же больше я вижу, десятка кубков говорит о том, что это больше какая-то личная история. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет асцендент. И те отношения, которые стали на паузу, каким-то образом, мало-помалу, ну, как на новый виток, в новой реальности, с новыми планами, с какой-то, ну, как минимум элементом перезагрузки, у вас будет как важное событие. Вас это точно не оставит равнодушным и будет оказывать влияние как и на вашу жизнь личную, но и на ваши планы. Может быть, это какая-то история, так вот, да, если мы говорим даже с родственником, то тогда я допускаю, что у кого-то, может быть, из родственников, давайте скажем в целом, тоже могут меняться планы. И, может быть, это были
предыдущий период, общие планы с вами. А здесь приходится, ну, у человека поменялось, и вам тоже что-то корректировать. Хочется узнать, а что же прояснится? Правда? Карта семьи, ну вообще карта любви, карта надежных отношений, карта искренних отношений, взаимопомощи, ну гнездо буквально. И по этой карте это, знаете, когда были каждый сам по себе, а теперь вместе. Для кого-то этот дом может напрямую проиграться, что прояснится еще. Вот смотрите, у вас будет сильная позиция, хотя я не утверждаю. Тут могут быть по вопросу дома важные согласования, потому что по аркану медведь это могут быть чиновники, это могут быть должностные лица, к которым вы будете обращаться для того, чтобы я уже где-то говорила, и у кого-то будет, да, аист, это как перелет и куда-то перемещение, и вам нужно себе создать подушку безопасности и уже точно знать, как работают законы, для того, чтобы и ваше какое-то дело осуществить, или у кого конкретный переезд, что вас ждет на другой стороне. Именно когда вы этот переезд осуществите, каким образом вы будете организовывать свою жизнь. Вот какие-то такие темы. Ну, давайте еще одну карту из колоды Таро достану. Что прояснится? Судьба, мои дорогие, как берет над вами шефство. Есть тут и элемент завершения. И это ведь всегда, знаете, как дорога к свету. Элемент завершения, я не говорю, что тут взаимоотношения закончились, нет. Но есть элемент трансформации. Это карта возрождения, избавления от боли, избавления от страданий. И, может быть, какая-то такая больная тема вам не давала покоя. А вот здесь сейчас у вас как будто добрая энергия способствует для того, чтобы все горы были преодолимы, конфликты нейтрализованы или какое-то ваше очень важное желание вы переложили на реальность и, может быть, для себя просчитали, наметили более четкие пути ваших действий, а может быть и знания законов на последующий период. Но когда 20-й старший аркан выпадает, мы всегда говорим, это вам по судьбе. Что внезапно, что неожиданно для рыб и рыбок. Тем не менее, карта 6, да, я говорю часто, по нумерологии 6 это вершина действий, победа, это уже какой-то результат и соответствует королю треф. Но это как король жезлов. Стало быть, тут могут быть на самом деле какие-то персоны, к которым вы обращаетесь, я имею в виду официальные больше, когда вы хотите разузнать. Это называется аркан тучи. Но вот посмотрите, половина уже как будто тучи. Это не постоянная. Какая-то путаница или словно мрак, темнота, да? Это тоже не постоянная. Туча была, и вот ее уже и нету. И вот на смену каким-то важное событие мы говорили, да, спрашивали, или что вот у вас внезапно, вот у вас и проясняется какая-то тема, может быть совершенно внезапно. Так складываются ситуации, обстоятельства в жизни вашей и, может быть, в жизни тех людей, с кем вы контактируете. Вам как какое-то среднее арифметическое придется искать. Обратите внимание, карта лилия, карта искренности, чистоты внутренней, да, чистоты помыслов, где-то и верности. Но Чиро Маркетти изобразил как бы двойной рисунок. Первое, это на первом плане у нас, в переднем плане точнее, живые цветы. А вот витраж, на фоне которого изображены живые цветы, там ведь точно такая же лилия. Вот какая-то прежняя, опять же, история. Она вами трансформирована должна быть, очень соответствует по 20-му аркану, в каком-то новом ключе, в новую реальность. То, что вы сочтете для себя, что и да, я могу это продолжать, я хочу это продолжать, или мне это интересно, я буду этим заниматься. Вот вам нужно найти какое-то среднее арифметическое. И то, что вчера, может быть, выглядело как вот эти тучи, на сегодняшний день уже и проясняется. Причем, опять же, это могут быть неожиданные события. А что еще? Что неожиданно? Кто-то сядет за изучение, конкретно тройка пентаклей. Иногда мы учимся. И учимся не ради любопытства, а для того, чтобы получить сертификат или какой-то документ, или для того, чтобы получить какую-то,
но как ресурс, навык в ваши руки, и в последующем вы могли от этого оттолкнуться и зарабатывать деньги. Все-таки тройка пентаклей. Поэтому все знания, которые мы получаем, нам в последующем будут приносить деньги. Иногда это как работа в команде. Поэтому, правда, новая команда, новая работа. Или это то, о чем вы думаете, планируете. Может быть, для новой работы, получения кому-то и потребуется пройти определенные курсы. Денежная тема, мои дорогие. Мы как будто и очень добрая карта на деньги. Как продумать нужно какой-то свой путь финансовый. Вам придется. Может быть, и где-то финансы будут занимать ваш ум, и вы будете любые варианты рассматривать. Есть все-таки финансовый вопрос, я так вижу, который вам особенно может быть интересен в мае. Откуда приходят деньги, каким образом я зарабатываю. И здесь как и альтернативные варианты, дополнительные источники дохода или пассивный доход. Вот, видимо, вы будете даже, это внезапно и неожиданно, в чем вы прежде не видели интереса. Или вы думали, не, у меня это не получится. А здесь вы понимаете, почему не получится. У меня как раз это и получится легко. Может быть, мне нужно это доизучить. Легко имеется в виду, когда все 4 карты не говорят, что нам это, ну, буквально до 7-го пота, да, нужно работать. Или когда нам приходится, ну, как забыть на какой-то период о себе. Нет, здесь наоборот идет выравнивание какой-то истории, которая так или иначе имеет, пусть меркантильный, но тем не менее, финансы. Деньги, да, мы говорим, один из способов взаимодействия с миром. Поэтому у кого-то через поиск работы, а у кого-то через обучение вы продумываете свое будущее. Вот как-то так. И внезапно, неожиданно могут появляться и новые сведения, и новые обстоятельства, что изменит вашу жизнь. Какой-то союз. А что это такое? Может быть, это у кого-то контракт по работе, у кого-то брачный контракт. Почему нет? Что изменит ваши планы? Ну вот правда. 6 мечей, карта заслуженного успеха. Наверное, все то, что я уже сказала, последние карты подтверждают, правда. Как и союз, и есть какая-то тема, которая стоит того, чтобы, может быть, переместиться куда-то, поехать. Или рассмотреть обучение даже, да, как новый ресурс, навык, скилл, потому что это принесет деньги. У кого-то конкретно работа в интернет, работа из любой точки мира, и могут быть такие вами рассмотренные варианты. Меркурий в Близнецах как раз дает как фору вперед для пространства. Нам здесь показано. Пространство – это буквально эфир, где-то интернет, или когда могу перемещаться и работать, но и заслуженный успех. То есть есть какая-то тема, которая меняет ваши планы, и это дорогого стоит, потому что имеет перспективу. К чему приготовиться? Ну, все неоднозначно. Может быть, поэтому карта змея. В этой колоде как будто змея появляется внезапно, мои дорогие. Вот здесь есть какое-то противодействие, или, может быть, это связано с конкретным человеком, который о себе не говорил, молчал до поры до времени, а тут вдруг он себя проявит. 2 кубков – это вопрос любви. Вы знаете, иногда бывает по аркану змея страстная любовь. Может быть и так. Может быть, какая-то страсть старая, прежние взаимоотношения вспыхнет с новой силой. Хорошо, тогда к чему приготовиться? Но не оплошать точно стоит. Может быть, по пажу Пентаклей вы получите какое-то как сведение, весточку. И окажетесь на выборе из-за полученного, может быть, сообщения или какого-то разговора. Скорее будете обдумывать, что это с моей стороны глупость или именно новый виток взаимоотношений. Может быть, ваша карта какое-то долгое время вы ждали кого-то или ожидали вот этой самой весточки. Может быть, это и вас кто-то тоже ожидал. Может быть, с учетом аркана Луна, даже вы вместе строили какие-то планы на совместную жизнь, правда? Тут к чему приготовиться, тут личная история какая-то. У вас будет, помимо, может быть, ваших планов, да, тут деньги, прогресс какой-то и работа. Но тут все-таки, знаете, как будто есть тот человек из вашего, может быть, ближайшего окружения, или, может быть, это у кого-то появляется он,
который он, ну, я должна сказать, он в других мыслях. Может быть, он представляет жизнь совсем не так, как вы. И то, что важно для вас, а у него немножко другое направление. В этом вы можете различаться. Поэтому вам как будто придется, может быть, договариваться с каким-то человеком. Возможно, вы сами какое-то время будете даже сохранять отношения, а при этом понимать, что нет, у меня как будто в любой момент что-то может измениться. И я тогда могу сказать, вы сами можете, мои дорогие рыбы и рыбки, где-то не говорить много, не давать никому обещаний, потому что есть то, что вот вам интересно. А я бы сказала, счастье, удачи, любит тишину. Поэтому не рассказывайте о том, что вы намереваетесь сделать всем подряд. Не делитесь. Потому что когда мы кому-то рассказали одному, а он еще там кому-то и еще, это уже наша мечта, то, что для нас как сакральное. Вот попросту от нечего делать, кто-то трепет языками, понимаете? И получается наше священное желание как будто рассыпается в прах, а мы еще к этому толком не успели приступить. Поэтому молчание– это золото для вас, это факт. Вы сами в какой-то такой не совсем однородно понятной ситуации находитесь, поэтому и себя сохранять, и транслировать дипломатию– это верный подход, правильный. Ну, давайте карту совет для вас. Вот надо воспользоваться каким-то шансом. Надо воспользоваться какой-то новостью или финансовой возможностью, или что-то изучить, или рассмотреть альтернативный вариант. И буквально первые какие-то действия. Это не значит, что мы с места в карьеру хватаемся за какую-то работу. Нет, вот вам это интересно, распытайте все. Разузнайте, какие перспективы, какие подводные камни, рифы вас могут ожидать. Но то, что шанс есть, это точно. Может быть, разузнайте, как работает в отношении вас закон. Может быть, это и есть какая-то бумага, когда вы после получения документа окончательно поймете «нет». Вы можете чего-то тоже на начало месяца не видеть. А к концу месяца, ближе к июню, у вас что-то выравнивается или проясняется, это точно. И здесь ведь ведет как могущественная сила. Не случайно мы говорили, что прояснится, да? И мы говорили тоже о том, что это может быть ситуация, которую вы, как на последующий период по 20-му аркану, для себя пытаетесь просчитать. Вполне допускаю, что вот как, знаете, как демаркационная какая-то линия в той или иной сфере жизни, когда нужно и решить, и решиться на что-то, будет у вас в мае месяце. А то и в июне, почему нет? Мы все разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.